Сегодня мы с вами поговорим о зонах интереса, в которых нужно рассматривать сделки. Разберемся, как их искать и размечать на графике. А самое главное, научимся благодаря ним понимать дальнейшее движение цены. И первое, что нам сейчас понадобится, это наша структура. Не зря мы ее учились рисовать. Если вы не умеете рисовать структуру, то без знаний о структуре данное видео бесполезно. Возвращаемся к структуре, пересматриваем, учимся и только после этого разбираемся с зонами интереса. Также для того, чтобы нам отмечать зоны интереса, нам необходимо понимать, что такое ордер-блок и как его размечать. Все зоны интереса, по сути, делятся на две части. Это либо ордер-блок, либо какая-то линия. Линия обычно обозначает ликвидность. И самой первой зоной интереса у нас всегда будет являться IDM. Это самая-самая крутая зона интереса, во-первых, потому что она чаще всего работает. Мы всегда ее видим на графике, потому что у нас между верхней и нижней точкой всегда есть IDM. Соответственно, эта зона будет отрабатывать чаще. Мы в любом случае забираем IDM. Что бы ни происходило, в любом случае мы должны его касаться. И именно IDM будет являться нашей первой зоной интереса. Также мы с вами будем размечать все возможные ордер-блоки на графике. Начинаем с самого низа, между нижней и верхней точкой. Есть один блок, есть второй блок, есть третий. Разметили все блоки, и появляется вопрос: каждый ли из этих блоков будет у нас являться нашей зоной интереса? На самом деле нет. На самом деле всего у нас две зоны интереса, которые обозначаются блоками. Это первый блок после IDM. В данном случае от high мы ищем IDM и берем самый первый правильный ордер-блок после IDM. И именно его мы будем называть нашим ордер-блоком. Давайте его выделим. Отлично. Теперь нас интересует еще один блок. Это самый экстремальный блок. Соответственно, самый экстремальный блок — это самый-самый далекий блок от IDM. Он находится от самого лоя, поскольку тренд восходящий, от самого лоя он находится в самом низу. Соответственно, это самый первый блок, который у нас будет являться экстремальным блоком. Итак, разобрались с двумя блоками. Что же такое будут вот эти три оставшиеся блока, как мы их будем использовать? На самом деле для нас они будут считаться SMT-блоками. То есть технически это будут те самые блоки-ловушки, которые мы не будем использовать в своей торговле. Их мы будем полностью игнорировать, и от них никаких сделок мы делать не будем. Ну и если вспомните, я вам говорил, что у нас есть две линии, которые будут использоваться как наши зоны интереса. И этой линией будет у нас являться инженерная ликвидность. Технически вся схема с нашими зонами изображается таким образом. То есть мы подпишем, что это ликвидность, это будет экстремальная ликвидность. Экстремальная ликвидность всегда находится на первом правильном откате от нашего экстремального блока. Также бывает такая ситуация, что в самом низу у нас нету хорошего, красивого ордер-блока. Соответственно, допустим для примера, что наш ордер-блок будет находиться немножко выше, а внизу есть какая-то немитигированная часть нашей свечи. И вот эта немитигированная часть нашей свечи будет называться у нас POI. То есть POI — это, если мы перейдем, конечно, на русский, получится тоже зона интереса, но вот так вот называется зона интереса. Зона интереса называется POI. Соответственно, если у нас есть какая-то маленькая немитигированная часть свечи, она обычно находится в самом низу, мы ее тоже будем выделять, и как раз к этой зоне интереса будет у нас точно так же рисоваться экстремальная ликвидность. В целом вот так вот выглядят все наши зоны интереса. Повторю: IDM, IDM-UB, экстремальный ордер-блок, экстремальная ликвидность, по возможности и при необходимости POI и ликвидность перед ним. Если мы перевернем график и увидим эти все зоны в обратном направлении, то есть мы берем наш high, наш лой, между ними начинаем искать IDM, IDM-UB, то есть все будет точно так же, только в обратном направлении. То есть при нисходящем тренде у нас все идет в обратную сторону. Экстремальный блок, экстремальная ликвидность, при необходимости POI и перед POI экстремальная ликвидность. Если какой-то из этих зон нет, то всегда у нас будет в приоритете находиться экстремальный ордер-блок. То есть, допустим, у нас случилось так, что у нас вообще больше нет никаких блоков. То есть мы смотрим график, чистый немитигированный блок,
является у нас только один. То есть вот тут все у нас прям как-то, знаете, так все прям митигировано, друг в дружку все блоки вошли, и мы не можем ничего другого сделать. Соответственно, в данном случае приоритетом всегда будет являться у нас экстремальный ордер-блок, потому что после экстремального ордер-блока всегда ставится экстремальная ликвидность. Что значит немитигированный блок? То есть бывает такая штука, что мы берем, рисуется у нас ордер-блок, да, он красивый, он с имбалансом, но если мы смотрим от лоя нашего графика, мы видим, что в этот блок врезается цена. То есть что значит от лоя? Технически в голове мы выделяем high и low и наблюдаем только этот кусок графика. Мы наблюдаем этот кусок графика, и цена врезается как раз вот здесь, да, то есть не митигировано движением после снятия IDM, а именно в ходе создания данной структуры. И цена врезается в этот блок. Данный блок для нас будет считаться митигированным, и мы его будем полностью игнорировать. Неважно в каком направлении, восходящем либо нисходящем. А теперь давайте попробуем нарисовать зону интереса на графике. Теорию мы с вами посмотрели. Это наш график фунт-доллар. Мы его с вами делали структуру на наших утренних разборах. Если не знаете, что такое утренние разборы, обязательно вас приглашаю. У меня есть high, у меня есть слой. Я беру вот такого вот формата в голове. Ну, понятно, не каждый раз ведь нужно рисовать вот себе такой прямоугольник. Я рисую себе в голове вот такой прямоугольник, и моя задача найти все возможные ордер-блоки. IDM игнорирую, есть мой IDM, и поехал искать. Напоминаю, если вы не знаете, как рисовать ордер-блоки, есть специальное видео, обязательно пересмотрите его. Так, здесь у меня получается все вообще нету блоков, представляете, даже никакого больше блока на самом деле нет. Супер. Вообще из всего, что я здесь вижу, есть только один блок. Соответственно, вспоминаем, если есть один блок, он будет называться у меня экстремальным блоком. И это значит, что если после экстремального блока есть правильный откат, соответственно, я буду рисовать экстремальную ликвидность. К сожалению, здесь такого у меня нет. Никакой экстремальной ликвидности, к сожалению, отметить не могу. Дальше моя задача посмотреть, возможно, я могу отметить POI. Супер, POI у меня есть. POI — это не митигированная часть свечи. То есть от этого хая до этого лоя есть вот эта маленькая часть свечи, которая осталась не митигированной. Соответственно, она и будет у нас POI. К ней нужно нарисовать экстремальную ликвидность. Это точно так же первый немитигированный правильный откат. Как смотреть этот немитигированный откат? Поскольку тренд восходящий, мы спускаемся сверху вниз, смотрим, и отсюда у нас получается вот откат немитигированный, и вот. Дальше, если я продвинусь слева, все остальное, больше у меня ничего здесь нет. То есть все, что здесь внутри, меня полностью никак не интересует. Итак, идем к следующей структуре. Вижу у меня вот high, вот мой IDM, соответственно, от этого IDM моя задача найти все возможные ордер-блоки. Один, второй и третий. Отлично. Итак, можно на самом деле выделить еще и вот этот, четвертый. Итак, теперь моя задача из этих всех блоков найти немитигированные блоки. Для этого вспоминаем наш прямоугольник, берем наш лой, берем high. Вот в этой зоне, давайте я чуть-чуть закрашу, вот в этой зоне мне необходимо найти все немитигированные ордер-блоки. И я удаляю все митигированные. Видим, здесь в этот блок вошла тень. Удаляем. Здесь, естественно, мы полностью его пробили, удаляем. Здесь мы его тоже коснулись, удаляем. И по факту у нас остается только один немитигированный блок. Поскольку он у меня один, он автоматически будет являться экстремальным, и к нему мы рисуем экстремальную ликвидность. А сам блок обзовем экстремальным блоком. Отлично, идем дальше. Теперь у меня есть вот этот замечательный прямоугольник. Напоминаю, рисуем их в голове в жизни, редко это будет рисоваться, возможно, вы будете это делать на первых порах. Здесь точно такая же задача — нарисовать все возможные ордер-блоки. Понятно, в восходящем движении, то есть если будет по нисходящему тренду, вот такой вот получается, вот у вас есть ордер-блок, он нас не интересует, потому что он не работает в этом направлении. Точно такая же штука, смотрим
все возможные немитигированные из этих двух блоков. По факту у меня только один является немитигированным, потому что в этот уже вошла цена. Если он у меня один, соответственно, получается, что это экстремальный блок. Идем дальше. Здесь точно такая же история. Есть вот мой IDM. К этому IDM я нахожу один красивый ордер-блок. Соответственно, у меня есть экстремальный блок и мой IDM. Сейчас мы сделали чок, перевернулись и смотрим, что у нас получается. Ого, у меня даже есть маленькая-маленькая подсказка. Возможно, во время торговли что-то я не удалял. Итак, у меня есть верхняя точка, есть нижняя. Между ними мне нужно найти точно так же все возможные... Так, здесь нет ордер-блока. Все возможные ордер-блоки. Там, по-моему, тоже нет ордер-блока. Да, это все митигировано. Соответственно, моя задача нарисовать раз блок. Здесь будет уже все совсем не то. Здесь блока у нас нету. Здесь у нас блок есть. Отлично. Соответственно, мы сейчас должны проверить все наши блоки на митигацию. Вижу, что после идема есть первый блок. Первый блок, он явно не митигирован. В нашем воображаемом прямоугольнике он чистый, его цена не тронула. Поднимаюсь дальше. Дальше вот этот блок, он точно так же является чистым, цена его не тронула. Вот этот блок, в нем уже была цена, он считается митигированным, мы его удаляем. И сейчас мы должны посмотреть лой данной свечи, лой зеленой свечи. Он у меня остановился на отметке 808 и хай вот этой черной свечи. Потому что если мы приблизим, есть вероятность, что мы коснулись нашего блока. То есть здесь сравнили лой 808, здесь сравнили хай 808. Если мы касаемся пипс нашего блока, соответственно, данный блок будет для нас считаться митигирован. И по факту из всех отброшенных блоков мы с вами оставили только два. Если у меня есть два блока, один из них является IDM-OB, ну, а второй, естественно, экстремальным блоком. И после экстремального блока моя задача найти первый немитигированный правильный откат, вот он, и нарисовать его как экстремальную ликвидность. Вопрос, можем ли мы здесь найти POI? Да, есть у нас внутренние бары, свеча наша закрывается вот здесь, хай ее здесь. Соответственно, вот эта маленькая часть будет являться нашей POI. После POI мы точно так же должны найти экстремальную ликвидность. Вот она у нас. Если быть честным, POI я очень редко в последнее время отмечаю, потому что зона интереса нам нужна как зона, в которой происходит какая-то реакция цены. Если POI совершенно вот настолько маленькая, она практически никогда нам не будет давать реакцию. Если и выделять POI, то это должна быть какая-то огромная свеча, в которой действительно мы будем искать какие-то движения. Идем дальше. Здесь у нас точно так же есть наш IDM. К этому IDM мы должны найти все возможные ордер-блоки. Из них отобрать все митигированные блоки. Итак, отлично, выделили все возможные блоки. Ну, наверное, на самом деле их будет больше, да, тут придется потратить еще больше времени, чтобы прям вообще все блоки выделить. Что мне нужно сейчас найти? Мне нужно удалить все митигированные блоки. Этот митигирован, этот у меня не митигирован, этот митигирован и митигирован. Кстати, вот еще один митигирован. По факту у меня осталось 3 блока. Из этих 3 мне нужно найти 2. Самый нижний, точнее самый ближайший к IDM, он у меня будет называться IDM-OB. Самый верхний. Тренд у нас нисходящий, поэтому самый верхний. Он у меня будет называться экстремальным OB. И есть у меня еще один блок. Этот блок будет называться SMT-блок. Он будет для нас ловушкой. Соответственно, блоки мы нашли, сейчас нужно нарисовать еще одну линию. Еще одна линия, она относится к экстремальному блоку. Мы смотрим первый немитигированный правильный откат, находящийся возле нашего экстремального блока, и будем его называть экстремальной ликвидностью.
Итак, мы научились с вами рисовать наши зоны интереса, а сейчас нам нужно разобраться, что с ними делать и как, в каком плане нам торговать. На самом деле здесь есть супер четкие правила, четко все понятно, что и как с этим делать. Есть у нас зона интереса, если мы пробиваем эту зону интереса, закрываемся под ней полнотело, наша задача будет работать в продолжение движения к нашей следующей зоне интереса. Если мы с вами пришли, начали манипулировать нашим IDM, наделали свипов, пересвипов, мы имеем право рассматривать возможную восходящую реакцию. Если же мы закрылись полнотело, мы имеем право после полнотелого закрытия рассматривать шортовые позиции в продолжение движения до нашего IDM OB. Если же мы пришли в наш IDM OB, мы имеем право, находясь в этом блоке, рассматривать движение по тренду, соответственно, в лонг. Если же мы пробили наш IDM OB полнотело, мы должны на откате искать шортовые позиции до нашей следующей зоны интереса. Следующая зона интереса будет не SMT-блоки, а следующая зона интереса будет как раз наша экстремальная ликвидность. Экстремальная ликвидность работает точно так же. Если мы манипулируем нашей экстремальной ликвидностью, то есть пересвипываем много-много раз, что-то с ней делает, наша задача рассматривать здесь сделки в восходящем движении к нашему хаю. Но, напоминаю, сделки бывают локальные и глобальные, и все зависит от характера ликвидности и как ликвидность работает с вашей зоной интереса. Если же мы закрылись полнотело под нашей зоной интереса, наша задача на откате рассматривать продолжение нисходящего движения. И еще одна зона интереса — это экстремальный ордер-блок. Экстремальный ордер-блок точно так же. При входе в этот блок мы рассматриваем сделки в лонговом сценарии. Если мы его пробили полнотело, мы точно так же на откате имеем право работать в шортовом сценарии. Что же касается POI, практически всегда он отрабатывает в том же сценарии, как экстремальный ордер-блок. То есть технически у нас есть касание нашего POI и локальная попытка лонговать. Также есть еще две зоны интереса, о которых мало кто когда рассказывает. Это наш чок и босс. Это точно такие же зоны интереса, как и ITM и экстремальная ликвидность. То есть в данном случае это будет чоч, а сверху у меня будет босс. Когда мы с вами касаемся нашей зоны интереса и собираем с нее ликвидность, мы имеем право входить в контртрендовую сделку. То есть если мы пересвипнули наш чок, мы имеем право локально лонговать. Локально. Локально это означает совсем чуть-чуть. Если же мы поднялись к нашему боссу и сделали манипуляции сверху, мы имеем право с вами локально шортить. То есть это точно такая же зона интереса, как и наш IDM, как и наша ликвидность. Но если вы хотите больше увидеть, как отрабатывает наши зоны интереса, во-первых, начните их рисовать сами, а во-вторых, приглашаю вас на наш утренний разбор.